О чем это видео? Это видео будет о подагре, заболевании, связанном с нарушением обмена веществ, которое часто проявляется в виде приступов сильной боли и воспаления в суставах. Мы рассмотрим, какие факторы способствуют развитию подагры, какие симптомы она проявляет и как можно облегчить состояние при приступах и предотвратить их возникновение. Что такое подагра? Подагра – это форма воспалительного артрита, вызванная повышенным уровнем мочевой кислоты в организме, что приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах и околосуставных тканях. Это заболевание часто поражает суставы, особенно большие суставы, такие как суставы больших пальцев ног и рук, коленные суставы, а также может влиять на почки и другие органы. Приступы подагры проявляются внезапной острой боли, отеки, покраснении и повышенной чувствительности в пораженном суставе. Можно ли умереть от подагры? Несмотря на то, что подагра может быть очень болезненным и ограничивающим заболеванием, она обычно не является прямой угрозой для жизни, если правильно контролируется и лечится. Однако, если подагра остается необнаруженной или неправильно лечится, она может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение суставов и почечные камни. В редких случаях, если подагра приводит к развитию хронической почечной недостаточности из-за образования мочевых камней или других причин, это может повлечь за собой серьезные последствия, включая смерть. Почему возникает подагра? Подагра обычно развивается из-за повышенного уровня мочевой кислоты в крови, что приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах. Этот повышенный уровень мочевой кислоты может быть вызван несколькими факторами. Первое. Гиперпродукция мочевой кислоты. Она может быть вызвана нарушениями обмена веществ или нарушением функций почек, которые не могут полностью вывести мочевую кислоту из организма. Второе. Сниженное выведение мочевой кислоты. Почки могут неэффективно удалять мочевую кислоту из крови, что может привести к ее накоплению. Третье. Избыточное потребление пуринов. Пуриновые соединения, которые содержатся в некоторых продуктах питания, таких как мясо и морепродукты, могут приводить к увеличению уровня мочевой кислоты. Четвертое. Алкоголь. Употребление алкоголя, особенно пива, может увеличить риск развития подагры из-за его содержания пуринов и его влияния на метаболизм мочевой кислоты. Пятое. Некоторые медикаменты, некоторые лекарства, такие как диуретики, аспирин и некоторые препараты, используемые при лечении рака, могут увеличить уровень мочевой кислоты и повысить риск развития подагры. Подагра – признак гениальности. Существует мнение, что подагра была распространена среди некоторых известных исторических фигур, таких как Генрих VIII и Леонардо да Винчи. Некоторые исследователи предполагают, что у них была подагра, основываясь на описанных симптомах и характеристиках их заболеваний. Однако нельзя сказать, что подагра является прямым признаком гениальности. Это заболевание может поражать любого, независимо от интеллектуальных способностей. Генетические факторы, образ жизни и другие аспекты играют роль в развитии подагры. Псевдоподагра или остеоартропатия Шарко-Мари – это редкое заболевание, которое имитирует признаки подагры, но вызвано другими причинами. Оно характеризуется болезненными воспалительными поражениями суставов и околосуставных тканей, аналогичными тем, что видны при подагре, но обусловленными отложением кристаллов гидроксиапатита кальция, а не мочевой кислоты. Псевдоподагра обычно развивается на фоне других заболеваний, таких как гиперпаратиреоз, гипофосфатазия или другие нарушения обмена веществ. Лечение псевдоподагры обычно направлено на устранение основного заболевания и облегчение симптомов. Какие симптомы у подагры? Симптомы подагры могут варьироваться, но обычно они включают: первое. Приступы острой боли обычно начинаются внезапно, чаще всего ночью, и часто затрагивают один сустав, чаще всего большой палец ноги. Боль может быть интенсивной и остро ощущаться. Второе. Отек и покраснение сустава. Сустав, пораженный подагрой, может стать опухшим, красным и горячим при прикосновении. Третье. Ограничение подвижности. Во время приступа подагры сустав может стать очень болезненным, что приводит к ограничению движения в нем. Четвертое. Повышенная чувствительность. Сустав становится более чувствительным к даже небольшому прикосновению или давлению. Пятое. Ощущение жжения или покалывания. Некоторые люди могут ощущать такие симптомы в области пораженного сустава. Шестое. Иногда поднятие температуры тела, возможно повышение температуры в области пораженного сустава. Седьмое. Длительное ухудшение состояния суставов,
При продолжительном течении болезни суставы могут деформироваться и становиться менее подвижными. Симптомы могут исчезнуть между приступами, но без лечения заболевание может прогрессировать и привести к повреждению суставов. Как избавиться от боли при подагре? Для облегчения боли при приступах подагры можно применять следующие методы. Первое. Применение холода. Нанесение льда или холодного компресса на пораженный сустав может помочь снизить воспаление и болезненность. Второе. Покой и поддержание сустава в покое. Отдыхайте и избегайте нагрузок на пораженный сустав, чтобы уменьшить дискомфорт. Третье. Поднятие сустава. Подложите под пораженный сустав подушку или скрученное одеяло, чтобы уменьшить отечность и болезненность. Четвертое. Применение противовоспалительных препаратов. Использование противовоспалительных лекарств, таких как ибупрофен или диклофенак, может помочь снизить боль и воспаление. Пятое. Пить много жидкости. Употребление достаточного количества жидкости, особенно воды, помогает уменьшить концентрацию мочевой кислоты в крови. Шестое. Избегать алкоголя и определенных продуктов. Ограничение потребления алкоголя, особенно пива, и продуктов, богатых пуринами, например, мясо и морепродукты, может помочь уменьшить риск приступов подагры. Седьмое. Соблюдение диеты. Питание, богатое фруктами, овощами, молочными продуктами, низким содержанием жира и ограниченное по содержанию мяса и морепродуктов, может помочь контролировать уровень мочевой кислоты в крови. Восьмое. Лечение мочевыделительной системы. При необходимости ваш врач может назначить лекарства, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты в крови и предотвратить образование новых кристаллов. Важно проконсультироваться с врачом для получения точного диагноза и плана лечения подагры, так как лечение может различаться в зависимости от степени тяжести заболевания и наличия сопутствующих проблем. Как убрать причину боли? Как снизить уровень мочевой кислоты? Для снижения уровня мочевой кислоты и устранения причины боли при подагре рекомендуется следующее. Первое. Изменение питания. Избегайте продуктов, богатых пуринами, таких как мясо, особенно печень и почки, морепродукты, особенно сардины и устрицы, бобовые, шпинат и спаржа. При этом стоит увеличить потребление фруктов, овощей, молочных продуктов и злаков. Второе. Употребление большого количества воды. Пить много жидкости, особенно воды, помогает вымывать мочевую кислоту из организма. Третье. Ограничение алкоголя. Особенно важно ограничить употребление пива, так как оно может способствовать повышению уровня мочевой кислоты. Четвертое. Похудение. Если у вас избыточный вес, похудение может снизить уровень мочевой кислоты в крови. Пятое. Лечение мочекислотного диатеза. Если причиной повышения мочевой кислоты является мочекислотный диатез, то необходимо лечить это состояние с помощью специализированных препаратов. Шестое. Применение лекарств. Врач может назначить лекарства, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты в крови, такие как аллопуринол или фибуксостат. Седьмое. Регулярный медицинский контроль. Важно регулярно контролировать уровень мочевой кислоты в крови и следить за состоянием почек и других органов. Как убрать отложения на суставе? Отложения мочевой кислоты на суставах, которые могут образовываться при подагре, могут быть уменьшены или устранены следующими способами. Первое. Лечение подагры. Эффективное лечение подагры поможет снизить уровень мочевой кислоты в крови и предотвратить образование новых отложений. Второе. Применение лекарств. Врач может назначить лекарства, такие как колхицин или некоторые противовоспалительные препараты, чтобы помочь уменьшить отложения и симптомы. Третье. Изменение образа жизни. Избегайте алкоголя, ограничьте потребление пуриновых продуктов, контролируйте свой вес и употребляйте достаточное количество жидкости. Четвертое. Физическая активность. Регулярные умеренные физические упражнения могут помочь укрепить суставы и улучшить общее здоровье. Пятое. Питание. Соблюдайте диету, богатую фруктами, овощами, молочными продуктами и низкую по содержанию жира и пуринов. Шестое. Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое удаление крупных отложений мочевой кислоты, особенно если они вызывают серьезные проблемы суставов. Какая смертельная ошибка в лечении подагры? Одной из смертельных ошибок в лечении подагры является игнорирование или неправильное лечение приступов подагрического артрита.
И если не обратить внимание на симптомы и не начать лечение, приступы могут стать более частыми и продолжительными, что приведет к повреждению суставов и развитию хронической подагры. Еще одной опасной ошибкой является самолечение без консультации врача. Неконтролируемое применение противовоспалительных препаратов и других лекарств может привести к серьезным побочным эффектам и усугублению состояния. Также важно не игнорировать рекомендации врача относительно изменения образа жизни и диеты. Несоблюдение рекомендаций по питанию и употреблению жидкости может привести к повышению уровня мочевой кислоты и ухудшению состояния. В целом, смертельной ошибкой является отсутствие регулярного медицинского наблюдения и самоконтроля состояния при подагре. Регулярные визиты к врачу помогут контролировать уровень мочевой кислоты, состояние суставов и эффективность лечения, что важно для предотвращения осложнений и улучшения качества жизни. Как лечить подагру правильно? Лечение подагры должно быть комплексным и включать несколько аспектов. Вот основные принципы правильного лечения подагры. Лекарственная терапия, противовоспалительные препараты, такие как колхицин, нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП или кортикостероиды, могут помочь снизить воспаление и боль во время приступов. Препараты, снижающие уровень мочевой кислоты, такие как аллопуринол или фибуксостат, помогают предотвратить образование новых отложений. Лекарства, улучшающие выведение мочевой кислоты, такие как пробинецит, могут использоваться у некоторых пациентов. Диета. Избегайте пуриновых продуктов, алкоголя и продуктов с высоким содержанием сахара. Пейте много воды для улучшения выведения мочевой кислоты из организма. Изменение образа жизни. Поддерживайте здоровый вес и ведите активный образ жизни. Избегайте стресса, который может спровоцировать приступ подагры. Регулярный медицинский контроль. Посещайте врача регулярно для контроля уровня мочевой кислоты и состояния суставов. Следите за своими симптомами и реагируйте на них своевременно. Лечение осложнений. В случае осложнений, таких как образование мочевых камней или хроническая почечная недостаточность, необходимо проводить соответствующее лечение. Самое главное в лечении подагры – это соблюдение всех назначений врача и рекомендаций специалистов. Регулярный медицинский контроль, правильное лечение приступов боли и уровня мочевой кислоты, а также соблюдение здорового образа жизни и диеты помогут контролировать заболевания и улучшить качество жизни. Не стесняйтесь обсуждать все вопросы и сомнения с вашим врачом, так как индивидуальный подход к лечению играет ключевую роль в успешном управлении подагрой. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.